Черевички для царицы. Георгий или Гора был сапожником, хотя он себя гордо именовал обувщик и имел полное право гордиться собой. Починкой обуви Гора занимался с подросткового возраста, постигая ремесло, как говаривал дед Матвей. Времена стояли тяжелые, и у сапожников была тьма работа. Латали, меняли каблуки, ставили профилактику, порой приносили такое старье, что... Но дед Матвей неизменно повторял: «Починим, поправим, и вы будете иметь удовольствие». Гора превращал вдрызг разбитые говнодавы в приличную обувь. Потом начал сам учиться шить. Первые сапожки из старых джинсов были страшными, но его барышня визжала от восторга и позволила ему в тот вечер все. Куда там в акуле с черевичками, что царица носит? Со временем Гора постиг такие вершины профессии, что даже если бы кто-то предложил ему царский трон, то он отверг бы это предложение. «Если бы я был царь, жил бы лучше, чем царь. Я бы по ночам немножко шил». Это был их с дедом любимый анекдот. Дед Матвей гордился Георгием и часто повторял, что вот теперь он может умирать, но хочет погулять на свадьбе у любимого внука. А Гора со свадьбой не спешил, хотя девушки висели на нем гроздями. И вот однажды Гора влюбился. Он стоял в очереди у банкомата. Напротив банкомата был другой банкомат, и Гора обратил внимание на кроссовки, которые клепал Коля-кредитка. Кроссы держались ровно месяц. А потом отлетала подошва или лопалась бракованная кожа, но кроссы стоили дешево, и шум никто не поднимал. Гора сперва увидел кроссы, потом просто потрясающие щиколотки, породистые икры, женственные колени и самые соблазнительные бедра. И у Горы захватило дух. Фигура у девушки была так хороша, что уже боязно становилось взглянуть в лицо, но Гора взглянул и понял – все, пропал. Почему эта нимфа, эта красавица в жутких кроссах? Гора быстро понял причину. У девушки нога где-то 42-43 размер. Всю жизнь носи жуткие корабли на ногах. Он вытащил карточку и смело подошел к незнакомке. «А хотите, я сошью вам туфли, за которые даже королева отдаст свою корону?» Так начал свой подкат Гора, потом завернул про длинные стопы признак аристократизма. Ну что сказать. Дед Матвей дождался свадьбы внуков у Горы и Ольги, двойняшки Матвей и Мария. Но умирать со спокойной душой раздумал. Теперь программа «Минимум» отвести правнука в первый класс. Программу «Максимум» дед Матвей не озвучивает, хотя логично предположить, что на свадьбе правнуков ему очень хочется сказать пару слов.